В этом видео мы рассмотрим возможности для ручного редактирования границ, а также возможности для автоматического подбора формы границ по гравитационному и магнитному полю. Для этого сначала загрузим наблюденные поля. Будем использовать те же поля, что и в предыдущем видео. Также при загрузке магнитного поля необходимо выставить параметры нормального магнитного поля, а также согласиться или не согласиться с выставлением направления на магничности трехмерной сеточной модели и тел по нормальному полю. Для того, чтобы менять форму границы, необходимо для начала построить некоторое начальное приближение границ. Границы можно импортировать из файла, либо добавить проект вручную с помощью заданной глубины. Но для того, чтобы добавить границу, должны иметься уже какие-то границы, либо сеточная модель, чтобы брать с нее параметры сетки. Также можно снять границу в виде изоповерхности с сеточной модели, но поскольку, опять же, сеточных моделей у нас сейчас нет, то и снимать изоповерхность не с чего. Откроем готовые границы. И для того, чтобы можно было подбирать форму границ по полям, также необходимо вместе с границами создать сеточную модель, для которой фактически будет решаться прямая задача, и она будет использоваться для решения обратной задачи. Создадим по горизонтам сеточную плотностную и магнитную модель. Более подробно этот пункт мы рассматривали в предыдущем видео. И заполним слои некоторыми значениями плотности и намагниченности. Как и в предыдущем видео, будем использовать плотности 2, 2,2 и 2,5 грамма на сантиметр в кубе и намагниченность 0,5 в центральном слое, нулевые значения в остальных слоях. Для текущей модели мы можем решить прямую задачу, убедиться в наличии невязки, и в этот раз мы попробуем минимизировать невязку не за счет изменения распределения плотности и намагниченности, а за счет изменения формы границ при фиксированном контрасте свойств. Начнем с рассмотрения возможностей для ручного редактирования. Чтобы вручную отредактировать форму границы, необходимо визуализировать границы на 3D-модели и отключить при этом сеточную модель. Теперь надо активировать режим редактирования. Зайдем во вкладку «Редактировать», «Горизонты» и здесь снова увидим слово «Редактировать». Появится окно с выбором параметров редактирования горизонтов. Здесь можно выбрать радиус области влияния. В данном случае введены по 100 метров, но для того, чтобы лучше видеть область влияния, выставим побольше, по 10 тысяч метров по осям X и Y. Соответственно, область влияния задается в виде эллипса. Теперь, если мы нажмем на какую-нибудь точку на границе, то на картах появится эллипс. Ну, в данном случае это окружность, потому что полуоси совпадают. И также будет видна центральная точка. Именно в пределах этой области и будет происходить изменение формы границ. Дальше можно задать величину обратную затуханию. При изменении формы границы наибольшие изменения происходят в центральной части эллипса, и при удалении к его границам происходит затухание изменений по гауссовой функции. И затухание можно регулировать с помощью параметра обратного затухания. Чем больше этот параметр, тем медленнее будет затухать изменение. Чем меньше, соответственно, тем более резко будет происходить затухание изменений. Затухание происходит по гауссовой функции. И также здесь можно задать амплитуду изменения глубины границы при одном нажатии стрелок на клавиатуре. Поставим побольше, соответственно, при одном нажатии стрелки вверх или вниз граница будет подниматься или опускаться на 100 метров в центральной точке. Попробуем отредактировать глубину границы. Выбираем точку и нажимаем стрелку вверх, и видим, что происходит поднятие границы. При этом она не вся поднимается в области эллипса на константную глубину, а изменение происходит гладко по гауссовой функции. Но если мы поставим обратное затухание очень большим, то мы, в принципе, можем поднять целую область практически на константу. Ну и также можно опустить.
помощью нажатия стрелки вниз. Ну, вернем затухание к предыдущему значению и попробуем в какой-нибудь области, наоборот, опустить глубину границы с помощью нажатия стрелки вниз. Аналогично можно редактировать форму всех границ, которые имеются в проекте. При изменении формы границ также происходит изменение и распределение плотности и намагниченности в модели. То есть они поднимаются и опускаются вместе с границами. Для наглядности можем где-нибудь прям с краю поменять форму. И если мы переключимся на объемную модель, то мы увидим, что действительно здесь тоже произошло поднятие на плотностной и на магнитной модели. И если мы пересчитаем прямую задачу, то мы увидим аномалии, которые как раз возникают за счет измененной формы границы. Но, конечно, сейчас мы не улучшили невязку, но тем не менее можно использовать данный инструмент для ручного подбора формы границы. А теперь перейдем к рассмотрению автоматического подбора формы границы по гравитационному и магнитному полю. Для этого сначала удалим измененные слои и загрузим те, которые были изначально. Ну и снова заполним свойства в пределах слоев. Можем пересчитать прямую задачу и убедиться, что теперь поле вернулось к исходному состоянию. И далее рассмотрим процесс подбора. Для наглядности пока можем отключить визуализацию 3D-сеточной модели, но можем сохранить первоначальное ее состояние, чтобы сравнивать изменения. Так, отключим и будем наблюдать только границы. Обратная задача для формы границы запускается через вкладку «Обратная задача гравиразведка подбор формы границы» или обратная задача магниторазведка подбор формы границы. То есть можно подбирать либо по гравитационному, либо по магнитному полю. Попробуем подобрать границу по гравитационному полю. Появляется окно с параметрами решения обратной задачи, их немного. Можно выбрать форму, точнее можно выбрать границу, которую необходимо менять. Соответственно, нельзя менять самую верхнюю границу, которая создается вместе с загружаемыми горизонтами, то есть кровлю верхнего слоя менять нельзя. Можно менять только кровли всех остальных слоев. Также можно выбрать количество итераций и масштаб шага. Это относительный параметр, с помощью которого можно увеличивать либо наоборот уменьшать степень изменений на каждой итерации. Подбирается этот параметр экспериментальным путем. Пока попробуем запустить процесс подбора с теми параметрами, которые есть, и дальше попробуем их поменять. Нажимаем ОК. Начинается вычисление. Вот. Форма границы незначительно поменялась, и для того, чтобы увидеть более существенные изменения, можем попробовать поставить здесь масштаб шага побольше, например, 5. Вот. Теперь можно увидеть более существенные изменения на границе. И если мы пересчитаем прямую задачу гравиразведки, но она уже пересчиталась, пока мы решали обратную задачу, и мы можем увидеть, собственно, что невязка уменьшилась. Также, если мы сейчас пересчитаем прямую задачу магниторазведки, она не пересчитывалась, то мы можем увидеть, что здесь также поменяется поле, и в данном случае невязка тоже уменьшилась, хотя мы магнитное поле при подборе не использовали. Когда мы меняем форму границы и подбираем ее за счет гравитационного поля, также магнитная модель перестраивается вместе с ней и, соответственно, меняется. То есть мы можем посмотреть, вот так сейчас выглядит плотностная модель, так она выглядела раньше. Мы видим, что произошли некоторые изменения в форме верхней границы, и это повлияло на внешний вид плотностной модели. Аналогично мы можем посмотреть, как сейчас выглядит магнитная модель и как она выглядела раньше. Точно так же мы можем запустить и процесс подбора формы границы по магнитному полю. Попробуем это сделать. Обратная задача магниторазведка, подбор формы границы. Можем оставить верхнюю границу, либо выбрать нижнюю. Это уже происходит на усмотрении интерпретатора. Также выбираем количество итераций и масштаб шага.
Можем пока оставить его поменьше, чтобы проверить, все ли будет меняться или не будет меняться. Но мы видим, что при малом масштабе шага также не происходит больших изменений, так что поставим побольше. Также можно увидеть, что происходят некоторые изменения в форме границы, но поскольку сейчас уже невязка не очень большая, то и изменения существенные не происходят. В принципе, мы можем попробовать вернуть исходные слои и сделать подбор исключительно по магнитному полю. И, возможно, мы увидим более существенные изменения. Снова пересчитаем прямую задачу для гравитационного и магнитного поля. Посмотрим на модели и запустим подбор формы границы по магнитному полю. Ну, мы видим теперь более существенные изменения. То есть подбор по магнитному полю в программе также возможен. Ну и если мы сейчас прямую задачу гравиразведки пересчитаем, то мы увидим, что также в данном случае подбор по магнитному полю в итоге позволил и плотностную модель также улучшить и уменьшить невязку. На этом данное видео завершается.